Всем привет! Вы на канале Вязаные истории. Меня зовут Юлия. Это видео вторая часть по вязанию куклы Сонечки. В первой части я рассказывала про необходимые материалы, также показывала куколку, и мы связали ручки, ножки. Сейчас же продолжим вязать дальше. Свяжем туловище. Вот так оно выглядит без шортиков. И свяжем вот такие шортики. Если же первую часть вы еще не видели, переходите в описание под видео, там есть все ссылки. Если руки и ноги у вас уже готовы, то продолжаем. Приятного вам вязания! Продолжаем вязать. У нас есть две ножки. Я поменяла цвет пряжи. Трусиков у меня был желтый, но он очень сильно скрипит на камере, поэтому поменяла. Схему не меняла, все точно так же, чтобы вы не сомневались. Так, на первой ножке у нас получилось с вами, что мы не довязали 3 столбика. У вас может быть другое количество. Самое главное, чтобы вязание заканчивалось именно с этой стороны. На второй ножке наоборот, я провязала дополнительно еще 11 столбиков. Вот так они выглядят сзади. 11 столбиков, чтобы вязание заканчивалось с противоположной стороны. Теперь мы начинаем вязать. От второй ножки вяжем первый ряд туловища. 1 воздушная петля. Присоединяемся в соединительный столбик на первой ножке. Присоединяемся столбиком без накида. И теперь сразу проверяем расположение ножек, точнее, куда смотрят носочки. Либо же они смотрят вовнутрь, это нормально, могут смотреть прямо, но ни в коем случае не в сторону, не вот так. Так это уже считается некрасиво. На мой взгляд, конечно же, всякое бывает, но мне кажется, что симпатичнее, когда ножки смотрят немножко вот так под углом вовнутрь. Если у вас они смотрят в другую сторону, то распускаем. В зависимости от того, какая ножка косит, распускаем столбик, тогда присоединяемся не в соединительный, а в следующий. В общем, регулируйте, чтобы они были ровненькие, и после продолжаем вязать дальше. На этой ноге мы провязали 1 столбик без накида, надо еще 23. Чтобы всего получилось 24. Первый, второй, провязали всего 24 столбика по ноге. Теперь между ножек, там где была 1 воздушная петля, вяжем 1 столбик без накида. Сначала надо, конечно, подобраться к этой воздушной петле. Вяжем здесь туго, чтобы не образовалось дырочки. Так, переходим к вязанию теперь второй ножки и провязываем снова 24 столбика без накида. Первый, второй, третий, 21, 22, 23 и 24. Теперь также в эту воздушную петлю, которая между ножек, с этой стороны вяжем 1 столбик без накида. Закончили вязать первый ряд тела. Вот так это все смотрится. Получилось в общем 50 столбиков без накида. Я отметила последний столбик снова своей контрастной нитью, и ряд заканчивается ровно посередине сзади. Продолжаем вязать дальше, вяжем второй ряд. 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, и вяжем прибавку. Извиняюсь, все равно у меня скрипит крючок, хоть я уже поменяла пряжу.
Так, дальше вяжем 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Вяжем прибавку. Провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Ровно посередине провязываем прибавку. Снова 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, прибавка. Теперь вяжем 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Провязываем прибавку. Вяжем еще 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И провязываем прибавку. Вот что у нас вышло. Получается по 10 столбиков по бокам. 6, 6, 6, 6 и 6 прибавок в общем. Было 50 столбиков, в этом ряду втором получилось 56. Вот так выглядит деталь. Следующие ряды с 3 по 8, это получается 6 рядов, вяжем по 56 столбиков без накида. Провязали эти 6 рядов. Вот что получается. Дальше вяжем 9 ряд. Провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Дальше провязываем убавку. Теперь вяжем 12 столбиков без накида убавка. Повторяем так 3 раза. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12. Вяжем убавку. Это мы провязали первый раз. И еще 2 раза вяжем точно так же. 12 столбиков убавка. Провязали и теперь довязываем оставшиеся 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Все, в этом ряду у нас получилось 4 убавки. Следующий ряд 10 и 11
2 ряда провяжите по 52 столбика без накида. Провязали эти 2 ряда, в ножки обязательно добавляем наполнитель. В общем, сейчас получилось 11 рядов. Считать ряды туловища очень просто. Вот эти 2 убираем спереди. И потом считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, на всякий случай. Понимаю, что очень многие это все прекрасно понимают, но вдруг кому-нибудь пригодится. Потому что если считать с самого начала ножек, то это долго, мне кажется. Проще вот так. Дальше вяжем следующий ряд, 12. Провязываем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и провязываем убавку. Это мы с вами провязали 1 раз. Еще 3 раза вяжем 11 столбиков без накида, убавка. Получится уже 48 столбиков. И следующий 13 ряд провяжите 48 столбиков без накида. Последний столбик 13 ряда мы до конца не довязываем. Выводим нить на внешнюю сторону. И присоединяем нить бежевого цвета. Следующий ряд 14 провязываем за заднюю стенку петель 48 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и так далее до конца ряда. Нить цвета, которая у нас была цвета трусиков, ее не обрезаем, оставляем для обвязки. Провязали, понемногу добавляем наполнитель уже в верхнюю часть ножки. Дальше вяжем следующий ряд 15, провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем убавку. Дальше вяжем 10 столбиков без накида, убавка. Так повторяем 3 раза. 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и вяжем убавку. 1 раз провязали вместе, еще 2 раза вяжем также 10 столбиков без накида, убавка. Провязали, вяжем 5 столбиков до конца ряда. 1, 2, 3, 4 и 5 столбик до конца не довязываем. Оставляем 2 петли на крючке, присоединяем нить белого цвета. Нить бежевого цвета обрезаем, хвостик ввязываем. Вяжем 16 ряд за обе стенки петель, 44 столбика без накида. Провязали этот ряд, возвращаемся к оставленным передним полупетлям на трусиках и обвязываем столбиками без накида. Весь ряд. В конце ряда присоединяемся к первой петле соединительным столбиком, воздушная петля. Вот что должно получиться.
Белым цветом мы провязали 16 ряд, 44 столбика. Теперь вяжем 17 ряд, также 44 столбика, но за заднюю стенку петли, оставляя переднюю для вязки. Вяжем 44 столбика до конца ряда. Последний столбик 17 ряда не довязываем. Белую нить оставляем, будем чередовать. Присоединяем нить цвета кофточки. У меня желтый. И вяжем 18 ряд. 9 столбиков без накида. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой, седьмой, восьмой, девятый. И провязываем убавку. Один раз провязали 9 столбиков, убавка, и еще 3 раза вяжем точно так же. В итоге получается 40 столбиков. Следующий 19 ряд провяжите 40 столбиков без накида. В 19 ряду в последнем столбике меняем нить на белый цвет. И следующий ряд 20 уже белым цветом провязываем также 40 столбиков без накида. Не забывайте добавлять постепенно наполнитель. В 21 ряду провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый и вяжем убавку. Дальше вяжем 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Провязываем убавку. Один раз провязали 8 столбиков убавка и еще 2 раза вяжем точно так же. Провязали так 2 раза и до конца ряда вяжем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Не довязываем, меняем нить на желтую. Следующие 3 ряда 22, 23 желтый и 24 белый вяжем по 36 столбиков без накида. Провязали. В 25 ряду мы начнем ввязывать ручки. Добавляем хорошо наполнитель, формируем нижнюю часть, где были трусики, чтобы здесь не оставалось вмятин и выемок всяких. Дальше вяжем 25 ряд, нам нужно будет ввязывать ручки. По 3 столбика с ручкой. Смотрите, где у меня заканчивается вязание, ровно посередине. Если у вас идет смещение столбиков, то довязываем также до середины и переставляем маркер. В общем, где бы ни заканчивалось ваше вязание, провязываем еще столбики без накида, чтобы было ровненько. Ровно посередине спины. Получается, между ручками сзади у меня идет 7 столбиков и здесь 8 столбиков. Как раз вот этот один идет средний по центру. Провязываем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Берем ручку, смотрим. С этой стороны у нас идет смена цвета. Она должна быть вовнутрь. Поэтому эта ручка не подходит, берем другую. Пальчик смотрит ровно вперед.
Захватываем столбик на ручке с внутренней стороны и сразу же захватываем столбик на туловище. Вот так это будет выглядеть. Провязываем столбик без накида. Первый, всего их 3. В следующий столбик на ручке вводим крючок и сразу же захватываем столбик на теле. Второй и третий раз точно так же. Ввязали, проверяем расположение пальчика, все ровно, значит можно вязать дальше. Теперь по передней части тела провязываем 15 столбиков без накида. Первый, второй, третий, 14 и 15. Берем вторую ручку. Также смотрим расположение пальчика ровно вперед. Захватываем столбик на ручке и столбик на теле. Провязываем их вместе. Также 3 раза. Первый, второй, и третий. Проверяем расположение пальчика. Все ровно. Вяжем дальше. Провязываем по спинке 8 столбиков без накида до конца ряда. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8 столбик. До конца не довязываем, меняем нить на желтый цвет. Следующий ряд вяжем 26. Провязываем 7 столбиков без накида по спинке. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Дальше вяжем по петлям ручки. Провязываем 4 столбика. Вяжем здесь туго, чтобы не оставалось дырочек. Первый столбик, второй, третий, четвертый. Провязываем убавку. И еще 4 столбика. Также по петлям ручки. Первый, второй, третий и четвертый. Вот что вышло. Вот эти петли, которые были у нас 3 столбика внутри соединения ручек, мы их уже не провязываем, они так и останутся. Вяжем теперь по внешним петлям тела и внешним петлям ручки. Дальше вяжем по петлям туловища, по передней части. 15 столбиков без накида. Первый, второй, 13, 14 и 15. Снова переходим на петли уже второй ручки, вяжем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий,
4. Вяжем убавку. И еще 4 столбика. Первый, второй, третий, и 4. Довязываем 8 столбиков по спинке. Первый, второй, третий, 4, 5, 6, 7, 8. Не забывайте добавлять наполнитель постепенно. Вяжем следующий ряд. Следующий ряд у нас вяжется с большим количеством убавок, поэтому смотрите внимательно, чтобы ничего не пропустить. Ряд 27. Вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, 4, 5. Дальше вяжем подряд 2 убавки. Первая, вторая, 5 столбиков по петлям ручки сейчас вяжем. Первый, второй, третий, 4, 5. Снова вяжем подряд 2 убавки. Первая, вторая. Вяжем по передней части тела 11 столбиков без накида. Первый, второй и 11. Снова провязываем подряд 2 убавки. Первая и по петлям ручки вторая. Вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, 4 и 5. Провязываем убавку. Одну и следом вторую. Довязываем до конца ряда 6 столбиков. Первый, второй, третий, 4, 5 и 6 столбик. До конца не довязываем, меняем нить на белую. Желтую мы уже обрезаем хвостик. Сейчас вяжем, она нам больше не понадобится. Все, получилось в этом ряду у нас сейчас 8 убавок. Они располагаются на стыке перехода от тела к ручке. Как раз 2 убавки с этой стороны, 2 убавки с этой. И также здесь 2 убавки с передней стороны, 2 убавки с задней стороны. Получилось сейчас общее количество столбиков 40. Дальше вяжем следующий ряд 29. У нас также будет 8 убавок располагаться на тех же местах. Провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, 4,
Дальше вяжем подряд 2 убавки. Первая. Вторая. Вяжем 3 столбика. Первый. Второй. Третий. 2 подряд убавки. Раз. 2. Дальше вяжем по передним петлям 9 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Подряд 2 убавки. Первая. Вторая. 3 столбика без накида по петлям ручки. Первый. Второй. Третий. Опять подряд 2 убавки. Первая. Вторая. И довязываем до конца ряда 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Добавляем хорошенько наполнитель. В ручке я добавляю совсем немного наполнителя, как уже показывала вам в начале. Они у меня остаются практически полупустые. Закончили вязать 28 ряд, получилось 32 столбика без накида. Следующий ряд 29. Провязываем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И провязываем убавку. Получается посередине ручки. Дальше вяжем 14 столбиков без накида. Первый, второй, 11, 12, 13, 14 и снова вяжем убавку. Довязываем до конца ряда 7 столбиков без накида. Последний столбик не довязываем до конца, будем менять нить. Белый выводим на внешнюю сторону, оставляем для обвязки. Присоединяем цвета тела, бежевый, и вяжем следующий ряд. Это у нас идет 30-й, вяжем его за задние стенки петель. Провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий и вяжем убавку. Вяжем также до конца ряда еще 5 раз. 3 столбика без накида, убавка, и добавляем наполнитель. Следующий ряд 31. Провязываем 2 столбика без накида. Первый, второй и вяжем убавку. Также повторяем до конца ряда еще 5 раз. В итоге у нас получится 18 столбиков. Провязали. Теперь смотрите, вот в этих местах, где у куколки плечи, я уже добавляю наполнитель на начало ручки. Вот в этих частях. Но не сильно, чтобы я вот так не распирала, а только на вот эту верхнюю часть, чтобы здесь не было такого сильного, прям сильной ступеньки, а был плавный круглый переход. Надеюсь, понятно объяснила.
Вяжем следующий ряд, 32, 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Вяжем убавку. Повторяем так еще 2 раза. 3 столбика, убавка. И довязываем до конца ряда оставшиеся 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. И следующие 2 ряда, 33 и 34, провяжите по 15 столбиков без накида. Довязали 2 ряда шеи. Я еще посмотрю в следующей части, скажу вам, может быть, провяжем еще один ряд из 15. Нить не обрезаем бежевую, будем дальше вывязывать голову. Пока что вот шея у нас остается в таком состоянии. Переходим к обвязке. Обвязываем верхнюю часть кофточки точно так же, как мы обвязывали трусики. Присоединяемся в оставленные полупетли, воздушная петля и вяжем по кругу столбиками без накида. До конца ряда. После того, как довяжете, присоединяемся в первую петлю соединительным столбиком, в воздушную петлю и всю ниточку вытягиваем, прячем. Нижнюю же часть кофточки обвязываем наоборот. Располагаю куколку от себя ножками. Присоединяемся в полупетлю и вяжем в левую сторону, также столбики без накида. Потом все ниточки прячем. Сейчас я провяжу, покажу, как будет выглядеть. Все, мы завершили вязание туловища полностью. Вот так смотрится обвязка кофточки. Я не стала делать обвязку вот здесь на ножках, потому что переживала, что шортики и так не сильно широкие и может помешать. Поэтому оставила просто так. Думаю, тоже смотрится хорошо. Все, убираем пока туловище. Берем ниточки, из которых будем вязать шортики. Я выбрала вот такой цвет. К сожалению, не смогу вам сказать номер, потому что это не Yarnard Jeans, а Alize Cotton Gold. И их палитру я совершенно не знаю. Красивый цвет, надеюсь, подойдет, так что будем сейчас пробовать. Для начала набираем цепочку из воздушных петель. 55 воздушных петель. 3, 4, 5, 54 и 55 петля. Вот такая цепочка получилась. Теперь возвращаемся к туловищу и обязательно примеряем. Примеряем примерно на вот в этом шовчике от кофточки. Мне они такие немножко свободные. Потом в процессе вязания они все равно станут меньше. Цепочка станет меньше. Цепочку обязательно примеряем к туловищу. Если большая или маленькая, добавляем петли или убавляем. Здесь схема шортиков несложная. Прибавки всего лишь в 2 рядах, в 3 и 6. Поэтому, я думаю, не составит труда сориентироваться, сколько прибавить. Обязательно примеряя к туловищу. Все, цепочку набрали. Теперь соединяем ее в круг. Присоединяясь к первой воздушной петле. Сразу же столбиком без накида. Это мы провязали первый столбик. Дальше по кругу вяжем первый ряд. Нужно всего провязать 55 столбиков. Первый у нас уже провязан. Второй. Третий. И так далее по кругу. 55 столбиков без накида. 53. 54. И 55 столбик. Следующий ряд второй провязываем точно так же 55 столбиков без накида. Первый, второй, третий. Я вяжу шортики также способом полукрестики. Если вы хотите, чтобы они были немножко свободнее, можно связать их галочками. Тогда они по размеру получатся чуть-чуть побольше.
третьем ряду нам нужно провязать 5 прибавок. У меня это получается по такой схеме. 10 столбиков без накида прибавка, вяжем 5 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и вяжем прибавку. Один раз провязали, еще 4 раза провязываем также 10 столбиков прибавка. В итоге получится 60 столбиков в ряду. Следующий 4 и 5 ряд провяжите по 60 столбиков без накида. Провязали, примеряем обязательно на куколку. Шортики должны быть немного свободные. Вот у меня такое расстояние еще есть, потому что первые я связала прям плотные, и теперь их тяжело снимать с куклы. Чтобы такого не было, лучше, чтобы было вот примерно такое еще расстояние. Дальше следующий ряд нам нужно снова связать с прибавками, это будет 6-й, и в этом ряду я вяжу прибавки 4. Да, 4 прибавки. Если вы видите то, что у вас более плотно сидят, лучше сделайте 6 прибавочек, чтобы потом штанины легко проходили через ботиночки, потому что больше прибавок уже у меня по схеме нет. Но есть еще будет одна перегородка между ножками. Если что, это тоже имейте в виду. Там 4 воздушные петли добавится на каждую штанину. Вяжем 6-й ряд, 14 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13 и 14. Вяжем прибавку. Повторяем так еще 3 раза до конца ряда. В итоге получится 64 столбика. И следующие с 7 по 16 у меня получается 10 рядов. Вяжем по 64 столбика без накида. Провязали 10 рядов и примеряем снова на тело куколки. Смотрите, шортики у меня начинаются вот от кофточки, примерно от первого ее ряда, и заканчиваются они должны примерно на начале трусиков. Значит, мне сейчас этих 10 рядов мало, я провяжу еще 2, чтобы потом уже, когда будем вывязывать штанины, шортики смотрелись красиво. Сейчас вот этого расстояния полотна мне мало, поэтому я вяжу еще 2 ряда. Закончили вязать основную часть верхнюю шортиков. Теперь идет разделение на штанины. Набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Делим общее количество столбиков, их было 64, на 2. Получается, отсчитываем 32 столбика и в 33 присоединяемся. Отсчитали 32 столбика, в 33 с помощью столбика без накида присоединяемся. Дальше вяжем еще 31 столбик. Первый мы считаем вот этот, в который только что присоединились. Первый, второй. Вот так это выглядит. Третий, 30, 31 и 32 столбик. Дальше провязываем 4 столбика по цепочке из воздушных петель. Первый, второй, третий, и четвертый. Провязали, сейчас у меня получилось 19 рядов. Следующие 5 рядов
с 20 по 24. Если вы вязали количество рядов отличительно от меня, то просто следующие 5 рядов мы вяжем по 36 столбиков. Не забываем, что вот здесь в самом начале у нас есть один столбик без накида. Не пропустите его, когда присоединялись после цепочки из воздушных петель. Все, вяжем 5 рядов по 36 столбиков. Провязали эти 5 рядов. Следующий ряд мы вяжем за переднюю стенку петель, для того, чтобы сделать отворот на шортиках. Также вяжем 36 столбиков без накида, только за переднюю полупетельку. Задняя остается. Довязали этот ряд. И следующие 2 ряда вяжем уже за обе стеночки. Как обычно, по 36 столбиков. 2 ряда. Довязали, теперь нить обрезаем и прячем так же, как я показывала вам на ботиночках. Вытянули, крючок ввели во второй столбик. И за заднюю полупетельку. Подтягиваем. Все, с помощью иглы прячем, отворачиваем и точно так же вяжем вторую штанину. Присоединяемся со стороны шовчика, там где начинали, чтобы спереди все было красиво, аккуратно. Присоединяемся и вяжем также по кругу по 36 столбиков. Все то же самое. Дальше давайте покажу, как вывязать верхнюю часть комбинезончика. Штанишки я уже потом довяжу, а то у меня сейчас скоро стемнеет, могу не успеть. Начинаем вязать верхнюю часть комбинезона. Находим посередине и отмечаем ровно 12 столбиков. Присоединяемся. Воздушная петля. Это я уже считаю за столбик. Дальше вяжем второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11 и 12. Воздушная петля. Провязали это первый ряд. Разворачиваемся, вяжем второй ряд. Также 12 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11 и вот здесь был 12, тот самый из воздушной петли. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Вяжем дальше третий ряд. Провязываем убавку. Восемь столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и убавку. Получилось в этом ряду 10 столбиков. Воздушная петля в конце каждого ряда. Разворачиваемся. Следующие ряды с 4 по 8, всего 5 рядов, провязываем по 10 столбиков без накида. В
конце ряда всегда воздушная петля и поворот на другую сторону. Примеряем комбинезон, провязали всего 8 рядов получилось. И дальше я начинаю вывязывать лямочки, прям не снимая комбинезон. Мне так удобно. Если вам будет неудобнее, то можете сразу отмерить необходимое, сколько вам количество воздушных петель до лямочек. Также отметить, где будут лямочки располагаться, потом уже снимать и вязать. Я сейчас покажу вам, как это делаю, прям не снимая комбинезончик. Так, я довязала ряд до конца, провязала одну воздушную петлю. Всего мне надо 21. Получается 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21. Можно сразу же примерить. Нет, мне это будет много, поэтому я убираю, наверное, сколько, ну-ка, 3 уберу и посмотрю. 1, 2, 3. Все-таки, видите, каждая игрушка индивидуальна. То, что идеально подходило к одной, не совсем сейчас подходит ко второй. Нет, все-таки я оставлю 19 воздушных петель. Теперь я начинаю вязать в обратную сторону. Со второй петли от крючка я провязываю 18 столбиков без накида. Первый, второй, 17 и 18 столбик. Одну лямочку провязали. Дальше вяжем по передней части 10 столбиков. Первый, вот так у нас получилась лямочка. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10. Теперь так же, как с этой лямочкой, набираем нужное количество воздушных петель, у меня это 19, и со второй петли от крючка обратно вяжем столбики без накида. Довязали лямочку, теперь вяжем по боковой части, начиная с самого первого столбика. Провязываем первый, идем вниз дальше. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9 столбик я вяжу в основании. Девятый. Вот смотрите, какая у нас получилась аккуратная часть верхняя. Дальше вяжем по краю до спинки. На спинке надо отметить примерно по 2 столбика с одной стороны, со второй стороны, где вы хотите, чтобы располагались лямочки. Сейчас провязываем до начала, где будут располагаться лямки. Первый, второй, 9, 10, 11, 12. Думаю, примерно на этом месте уже можно расположить лямочку. Теперь смотрите внимательно. Берем, вводим крючок под петлю, следующую на основании шортиков.
берем лямочку, так, убираем в сторону нашу нить рабочую, берем лямочку и вводим крючок с внутренней стороны лямки, захватывая одну петельку. Вот так. Надеюсь, вам хорошо видно. Берем рабочую нить, протягиваем ее через эти петли. Вяжем столбик без накида. Также в следующую петлю вводим крючок, рабочую нить убираем в сторону, находим петлю на лямке следующую и также продеваем нить через эти две петли. Столбик без накида вяжем. Все, дальше вяжем опять по петлям на спинке до расположения второй лямочки. Вот смотрите, что у нас получилось. Все ввязано, никуда ничего не оторвется, смотрится симпатично. Надеюсь, принцип вам понятен. Дальше вяжем по спинке до второй лямочки. Также 2 раза двумя столбиками ввязываем лямочку. Доходим до начала верхней части. В уголочек тоже обязательно провязываем 1 столбик. Провязываем вот эту боковую часть. И вот здесь вязание у нас заканчивается. Здесь уже я вяжу соединительный столбик и ниточку обрезаю, прячу. Вот так это выглядит уже в законченном виде. Получается, теперь нам нужно спрятать 1 хвостик и 2 хвостика на штанишках. Все. Этот хвостик, который был на спинке, сразу же ввязали, и уже ничего отдельно прятать не надо. Как вам такой способ? Мне кажется, очень удобно. Сейчас я доделаю уже комбинезончик. Теперь по желанию обшиваем строчкой. Я беру обычную нить, ту же самую Ярнар Джинс, делю ее на 2 части и половинкой обшиваю. Здесь я обшиваю края на штанинах, потом обшиваю вот такой кармашек, просто квадратик, и 3, даже 2 петли у меня идут наискос, 2 столбика, и все остальное квадратиком. И обшиваю лямочки. Показывать это не буду, я думаю, здесь нет ничего сложного. Шов назад иголку, по-моему, он так называется. Так что покручу, чтобы вы хорошо видели. Могли поставить на паузу и потом смотреть примерно, где у меня располагаются кармашки. Хотя не считаю, что идеально вышло. Мне кажется, что можно было бы и лучше. Так, все, доделываем все. И потом я вернусь к вам показать уже второй готовый комплект. Начала уже обшивать и подумала, вдруг все-таки кому-то это будет нужно. Получается, вот как я вышиваю. Нам нужно, чтобы шовчик был на вот этой стороне. Так, что я делаю? Нить разделила Ярнар Джинс на 2 части. Теперь оставляю здесь хвостик. Потом спрячем его. И начинаю вот так делать. Назад ввожу иголку и вперед на 1 столбик. Первый шовчик. Второй. Третий. И так далее по всей части. Потом уже в конце 2 хвостика завязываю и прячу. Такой несложный принцип. Посидеть полчасика, наверное, повышивать. Будет здорово смотреться. Все, доделываем. Пришиваем пуговичку. Все, я доделала свой комбинезончик. Получился 1 в 1, как и у первой куколки. Так смотрится сзади. Выбрала такую пуговку. Мне кажется, очень хорошо подходит. На этом все. Все запланированное из второй части мы сделали. Поэтому переходим в третью, где будем вязать голову, оформлять ее и вязать волосы. Всем спасибо за совместное вязание. Увидимся в третьей части.